Тутайм — это один из 8 персонажей выживших, за которых вы можете сыграть Forsaken. Его роль в команде — это... на самом деле у него ее нет. Я имею в виду, вы можете проверить вики, и там будет сказано, что он выживальщик, но мне кажется, это не совсем точно то, что он на самом деле из себя представляет. Появляться в игре без способностей. У него есть пассивка, которая позволяет ему возрождаться 40 хп после смерти, и это, в общем-то, все. Что, вы думали, будет что-то вроде подробного объяснения или чего-то в этом роде? Просто все, что он получает, это скорость 2 на 5 секунд, а затем слабость 5 на 10. То есть, если его ударят в течение любого периода времени, он как бы мгновенно умрет. О, вот, я знаю. Это то, чего вы ждете. Если бы мне пришлось описать, каково это играть за Тутайма, это было бы немного похоже на... Окей, хватит этого. Каждый персонаж может это делать. Я имею в виду, что буквально показывал это раньше. И вы прямо на своих глазах можете видеть там Шедлецкого, который в точности копирует мои движения. Так что на самом деле мне реально больше нечего сказать об этом парне. Даже у Нуба есть более замысловатый трюк. Как он контролирует то, когда получит ускорение 1. Когда использовать сланцевую кожу для защиты. И даже призрак Бургер, чтобы проворачивать аферу в конце игры. Но Тутайм, даже с учетом здоровья, которое он фактически получает, если сложить все его здоровье, то он едва сводит концы с концами со своими 120 хп. Что всего на 5 больше, чем у гостя 1337, который на самом деле получает способности. Или, черт возьми, все еще меньше, чем у Шанса, который может набрать 130. Так что? В чем на самом деле смысл Тутайма? Чего стоит этот персонаж без абсолютно никаких способностей для игры и трюка, который он даже не контролирует? Да чтоб его, почему кто-то вообще выбирает подобный класс? Знаете ли, я некоторое время размышлял над этой дилеммой и сам не был уверен, поэтому, естественно, я решил поиграть им. Лишенный каких-либо способностей, мои ожидания оправдались. Я ничего не мог сделать для своей команды, кроме генераторов, которые, честно говоря, все еще помогают вашей теаме, поскольку они уменьшают таймер. Но опять же, это не уникально для Тутайма. После выполнения генераторов, все, что вам остается, это сидеть 2 минуты, наблюдая, как убийца нападает на всех остальных. Я имею в виду, что Тутайм настолько забывается и бесполезен, что даже убийца не придет за мной. Я практически призрак большую часть игры. Однако, в конце концов, я все еще выживший, и убийце нужно меня убить, чтобы победить. Поэтому меня преследуют. И когда это начинается, как и ожидалось, я ничего не могу сделать, чтобы помочь себе. Единственное, что вы можете сделать, это бежать. Но теперь, вместо того, чтобы беспокоиться о подбрасывании монетки или о том, когда мне сделать парирование, моей единственной заботой было управление выносливостью. Но затем я начал замечать кое-что. Я на самом деле уклонялся от убийцы более последовательно, чем раньше. Нет, не уклонялся. Я забыл, как это называется. Это штука. Но я почти уверен, что она заключается в том, что вы бежите вокруг объекта или стены, почти как если бы вы помещали убийцу в круговую схему, как будто в петлю. Это верно, я на самом деле зацикливаю убийцу в петлю, убеждаясь, что каждое мое движение и каждый микроманевр проводится идеально, выполняясь вокруг этих стен. Без беспокойства о необходимости использовать способности настолько, насколько могу, что это может прервать мое зацикливание, я могу сосредоточиться на управлении выносливостью, самой важной вещи в игре. Это гарантирует, что каждый раз, когда я делаю ход, у меня нет шанса потратить свою выносливость зря, чтобы позволить убийце догнать себя. И даже если я сделаю ошибку, небольшая возможность получить скорость 2 позволяет вам продлить этот цикл немного дольше, не прерывая петлю и эффективно удваивая ваш путь. Хорошо, давайте сделаем шаг назад. Почему это отличается от того, что я просто играю за любого другого выжившего? Ох, мать моя женщина! Ну, вот в чем и забавная часть. Это ничем не отличается. Ваша способность к циклу присутствует в каждом отдельном выжившем. Единственное отличие Тутайма и других заключается в том, что цикл стал вашим единственным методом выживания. Больше никаких дерзких ударов, никаких рубящих ударов мечом или стрельбы из пистолета. Только чистое сырое зацикливание. И это то, чего мне не хватало все это время. Тутайм — это обучающий персонаж.
Я к тому, что даже игра признает это с рейтингом сложности в 1 звезду. Вам нечего делать за тутайма, и именно поэтому вам придется выбрать концепцию зацикливания убийцы. Именно так тутайм позволил вам освоить основы игры, прежде чем играть с реальными способностями. Это ступенька для других классов. Когда вы поймете, как зацикливаться на тутайме, со временем вы сможете делать это со строителем. Потому что когда ваше здание рушится и за вами гонятся, вы фактически так же полезны, как и тутайм. Ничто не поможет вам в данный момент, кроме вашего ума. Тутайм — это основной игровой процесс Forsaken, сведенный к одному игровому персонажу, но в этом и заключается суть геймплея игры. Зацикливание не такое уж и удивительное. Вы бегаете и уворачиваетесь от убийцы, пока отсчитывается время, но что делают классы, так это придают остроты вашему подходу. Тутайм не предназначен для второго раза. Его трюк — это делать то же самое, что делает каждый другой выживший. Но все же вам стоит поучиться у тутайма, чтобы быть более эффективным в каждом другом классе. Делает ли это тутайма хорошим игровым персонажем? Абсолютно нет. Так как у вас едва ли есть какой-либо контроль над тем, когда вы получаете ускорение, если вы только намеренно не убиваете себя, что было бы довольно нелогично. Ведь в этот момент вы просто бросаете свою команду, служа как олицетворение эгоистичного выжившего по сравнению со всеми остальными. Вы ничего не можете сделать для своей команды. Вы можете сказать это и о других выживальщиках, таких как 007 и Noob, которые также ничего не могут сделать для своей команды, но вы будете неправы, так как у них обоих есть потенциал для блока телом от убийцы без каких-либо затрат. В то же время для блока телом тутайма все еще требуется ущерб вашей команде, ведь если вы не помните, то каждое убийство, которое получает убийца, увеличивает время. Если вы облегчаете ему убийство вас, а не Эллиота, вы все еще усложняете задачу всем остальным выжившим. Но в этом-то и дело, тутайм не должен быть хорошим персонажем, не говоря уже о командном игроке. С тех пор, как я начал играть за тутайма, я начал лучше зацикливаться на других персонажах. Я начал видеть корни, на которые я бы никогда не обратил внимания, так как обычно мой разум переключается на то, что я могу сделать с набором способностей своего персонажа. Когда вы играете в качестве гостя, вы не передадите свою способность блокировать удары строителю. Когда вы играете за строителя, вы не можете передать свои навыки в том, когда и где размещать здание шансу. Шанс не имеет докторской степени, он рисковый лудоман, однако когда вы играете за тутайма, вы можете передать свои навыки зацикливания на любого другого персонажа. И самая главная ирония в этом обзоре, что причина, по которой я выбрал добровольно играть за тутайма, потому что мне надоели люди, которые выбирают его, и я пришел с единственным ожиданием, что я буду полностью издеваться над ним в этом обзоре. Но даже с моей не слишком открытой душой я не буду этого делать. Не всем нравится тутайм, и не все обязательно будут в восторге от идеи получить 40 хп, когда вас убьют, без каких-либо других уникальных способностей. В конце концов, вместо этого за 400 очков, которые стоят тутайм, можно купить такого выжившего как Элиот, что гораздо более привлекательно для игроков, поскольку он выполняет функцию одного из основных выживших поддержки, необходимых для победы команды. Но тогда игроки пропускают опыт обучения, который дает тутайм, потому что это не может дать кто-то вроде нуба, поскольку вы постоянно думаете о 3 способностях, которые у вас есть в вашем распоряжении. Когда вы сведены к нулю, ваши мысли становятся намного более упрощенными, как и способ, которым вы играете. И игра также упрощается. Если бы ее возможно изменили и вместо этого тутайм был бы альтернативой нубу в качестве бесплатного персонажа, то больше людей были бы склонны выбирать его и фактически испытывать основы того, как проходить зацикливание и быть на хорошем уровне понимания игры. Однако это не так. И вместо этого тутайм — это выживальщик, которого вы разблокируете на более поздних этапах игры. Конечно, разблокировать его несложно, но любопытно, что Элиот, похоже, дешевле, хотя он является более сложным классом для освоения, поскольку он хрупкий и имеет несколько фишек, за которыми надо следить. Например, ваше исцеление игроков за Элиота зависит от того, сколько генераторов починено. Да, я уверен, вы этого не знали, ведь чтобы узнать, вам нужно провести обширные исследования, чтобы выяснить что-то подобное. Или, как насчет того, что ваша способность час пик выполняется на каждом холме? Вы знаете, я уверен, вы этого не знали, потому что они немного сложнее, чем пассивный навык тутайма. Так что, да, хотя тутайм и дал мне свою долю вылетов из игры, я могу понять привлекательность этого. На вас бы накричали, если бы вы играли за Шедлецкого без оглушения убийцы, пытаясь использовать только цикл. Но при этом этого бы не стали делать с тутаймом, который дается каждому второму выжившему. Ведь он сводит игру к тому, чем она является, бегая кругами вокруг стены в течение 3 минут подряд, и с практикой вы будете становиться все лучше и лучше в бегании кругов. Но после того, как вы научитесь, тутайма затмит любой другой класс. Как только вы поймете, как использовать цикл, вы также можете размещать здания вместе с ним, или включать оглушение на своем пути, или приукрашивать его, сбрасывая убийца при помощи своих клонов. Потому что на самом деле нет ничего особенного в тутайме, он никогда не должен был быть особенным, и в конце концов, вы забудете о нем.
оставив себе лишь одно единственное воспоминание о нем, а именно те милые моменты, мягкие и нежные моменты того, как вы пытаетесь научиться бегать вокруг этого стола, не умирая, потому что вы выросли, чтобы уклоняться от атак убийцы. Вы смогли пройти через все это благодаря тутайму, но теперь вы будете делать великие дела с более великими выжившими. Так что в следующий раз, когда вы увидите бездумного тутайм-мейнера, бродящего по вашему лобби, не спешите закатывать глаза. Скажите себе, что это просто фаза взросления. Они скоро из этого вырастут, потому что тутайм — это всего лишь фаза. Фаза обучения, изучения основ игры Forsaken, без которых нас бы с вами просто здесь не было. Ну или вы просто на самом деле хорошо играете и все равно отказываетесь играть за любого другого выжившего. Тогда у нас серьезно есть проблема. Например, искренне ли вы ненавидите быть командным игроком? Так это то, что вы ненавидите веселиться? Любите ли вы делать жизнь других людей несчастной? Вы сентиментальны! Теперь, прежде чем вы в 90 раз напишите, что его скоро реворкнут, и поэтому видео не имеет смысла, я уже знаю, что тутайм подлежит переработке. Что означает, что почти все, что я сказал, станет бессмысленным, когда он выйдет. Однако, я все еще считаю, что важно учитывать последствия того, что тутайм предлагал нам в текущем состоянии, и уроки, которые он нам давал, потому что если вы спросите меня, то тутайм не нуждается в переработке. Бу! Ну а ролик перевел и озвучил одно яйцо. В описании уже лежит ссылка на оригинального автора, и еще я бы попросил вас подписаться на мой недавно сделанный телеграм-канал. Также в скором времени уже выйдет следующий видос, так что не волнуйтесь, что вышел перевод вместо обычного видео. Ну и всем чмока-чмока.